Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил удар по Катару с кампанией США в Афганистане, начатой после терактов 11 сентября 2001 года, отметив: «У нас тоже есть свой 11 сентября. Мы помним 7 октября. В тот день исламистские террористы совершили самое жестокое преступление против еврейского народа со времен Холокоста». Что предприняла Америка после событий 11 сентября? Она пообещала выследить террористов, совершивших это чудовищное преступление, где бы они ни находились. А 2 недели спустя Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой говорилось, что правительства не могут предоставлять убежище террористам. Вчера мы действовали в соответствии с этими принципами. Мы начали преследование организаторов терактов, которые устроили массовое убийство 7 октября, и сделали это в Катаре, стране, предоставляющей убежище террористам. Катар укрывает террористов, финансирует Хамас, предоставляет их лидерам роскошные виллы и дает им все. Поэтому мы поступили так же, как поступала Америка, когда начала охоту на террористов Аль-Каиды в Афганистане и ликвидировала Усаму бен Ладена в Пакистане. Сейчас многие страны мира осуждают Израиль. Им должно быть стыдно. Они должны аплодировать Израилю за то, что он придерживается тех же принципов и выполняет их. Нетаньяху обвинил Катар в укрывательстве террористов и призвал все страны изгнать их и привлечь к ответственности, добавив: «Либо вы изгоните их, либо это сделаем мы». Коридор Давида в этом контексте стратегически меняет облик Ближнего Востока и рассматривается как элемент большой игры Ближнего Востока, версия 2.0. Катар и Турция действуют в тесном тандеме. Турецкое присутствие носит военно-политический характер, а Катар выступает основным спонсором, обеспечивая финансовую поддержку, инфраструктуру и логистику, которые делают возможным влияние на ключевые региональные процессы. Известное заявление Трампа в социальных сетях и его многочисленные сожаления лишь подчеркивают артистические способности американского лидера. При этом Катар передал президенту США не только лайнер с рекордной стоимостью в качестве подарка, но и заключил множество многомиллиардных контрактов, что подчеркивает стратегическое различие возможностей стран и делает аргументы израильского руководства особенно актуальными. Вооруженные структуры Катара имеют необычную организацию. До 85% личного состава составляют иностранцы, включая сомалийцев, суданцев и колумбийцев, что отражает ограниченное доверие к американской стороне и ставит под сомнение способность национальных сил действовать в случае крупного конфликта. Нетаньяху не скрывает собственных стратегических целей и ведет активную политику на нескольких фронтах, включая сирийский, где он не доверяет нынешнему радикальному режиму, контролирующему менее половины страны. Израильские военные при необходимости могут за несколько часов войти в Дамаск, что делает действия Израиля стратегически масштабными и потенциально решающими для хода событий на Ближнем Востоке. После израильского удара по Дохе посол Израиля в США Ехиэль Лейтер сделал заявление, отметив: «Если мы не достали их на этот раз, достанем в следующий». Из уст официального представителя прозвучала демонстрация решимости продолжать операции при необходимости и готовность нейтрализовать угрозы, где бы они ни возникли. Лейтер подчеркнул: «Мы внимательно следим за ситуацией и готовы действовать, чтобы устранить угрозы, где бы они ни появлялись». Дипломатическая реакция региона начала активно разворачиваться. Министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдуррахман Аль-Тани отметил: «Все увидели, как наши системы ПВО работают против иранских ракет. Однако Израиль использовал оружие, которое наши системы не смогли обнаружить». Президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Заед Аль-Нахаян совершил визит в Доху всего через день после удара по представителям Хамас, а накануне прибыли наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и наследный принц Иордании Хусейн, что стало сигналом согласованных действий стран Персидского залива в ответ на эти события. Израильская атака была направлена против руководителей Хамас, обсуждавших предложение о прекращении огня в Газе. Лидеры организации избежали гибели, но несколько членов низшего звена погибли.
Израильский писатель и профессор политологии Меир Масри прокомментировал удары словами: «Кто нападает на Доху, может напасть и на Анкару», что вызвало бурные обсуждения в Турции. Отметим, что израильские военно-воздушные силы за последние 48 часов нанесли удары не только по Катару, но и по Палестине, Сирии, Ливану, Тунису и Йемену, где в столице Сане и провинции Эль-Джауф погибли не менее 9 человек, и еще 118 получили ранения. Премьер-министр Катара подчеркнул, что Израиль использовал вооружение, которое не было обнаружено катарскими системами ПВО. Американские чиновники уведомили Катар лишь через 10 минут после начала удара, что указывает на управление системами ПВО американскими операторами, а не на техническую невидимость ракет. США оказались втянуты в спор с Катаром, учитывая стратегическое присутствие около 10 тысяч американских военнослужащих и важность авиабазы на территории страны. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливит заявила, что Трамп был уведомлен заранее и поручил своему посланнику уведомить Катар, однако Катар утверждает обратное. По данным BBC, даже если бы США могли остановить атаку, они этого не сделали, что аналогично кампании против Ирана, демонстрируя, что Израиль действует независимо от желания Вашингтона. Несмотря на богатство и закупки оружия, Катар располагает одной из наименее численных армий Персидского залива – около 15 тысяч военнослужащих, что усиливает вопросы о том, как атака смогла обойти американские системы ПВО. Источники сообщают, что британский топливозаправщик вылетел из Катара для заправки израильских истребителей, что может свидетельствовать о возможной поддержке Израиля со стороны США и Великобритании. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предложил продолжить атаки на Катар независимо от позиции президента США. Региональные игроки внимательно следят за действиями Израиля и Катара, оценивая последствия для безопасности Персидского залива. Стратегические расчеты на нескольких фронтах показывают, что ни одна сторона не может действовать без учета военной, дипломатической и экономической мощи других участников, что делает ситуацию крайне сложной и напряженной. Таким образом, действия Нетаньяху и коридор Давида оказывают непосредственное влияние на баланс сил на Ближнем Востоке, формируя новые стратегические реалии и потенциал для перераспределения влияния между ключевыми игроками региона. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на Reg News, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока, а также получать инсайдерскую информацию из первых рук.